В Норильске в конце мая случилась экологическая катастрофа. Там произошел разлив 21 тысячи тонн нефти. Экологи называют это происшествие крупнейшей экологической катастрофой в Арктике. Но прежде чем говорить об экологии, хотелось бы сказать пару слов про Норильск. Что мы знаем о Норильске? Судя по рассказам местных, это отдельное государство в государстве, которое живет по своим законам. Вся власть там находится в руках Норникеля. Люди настолько от него зависят, что живут в постоянном страхе попасть в немилость и лишиться возможности спокойно жить и работать. Там нет независимых СМИ и общественных организаций, которые могли бы защищать горожан и освещать, что происходит на предприятии. Когда я все это услышал, я захотел подробно разобраться в ситуации, но столкнулся с непредвиденной проблемой. Оказалось, что люди настолько запуганы, что отказываются общаться на камеру и давать интервью о ситуации в городе. Мы примерно последнюю неделю, мы пытаемся взять комментарии у местных жителей. У нас были договоренности, но когда мы доходим уже до съемок, люди просто исчезают, перестают отвечать. Или говорят, что подписали бумагу о неразглашении, или что их запугали, и что они больше не могут давать никаких комментариев. Я сталкивался с подобным, когда единичные спикеры отказывались. Но чтобы прямо такая массовая история, массовое молчание, с такими я сталкиваюсь впервые. Тем не менее, мы смогли найти несколько людей, готовых рассказать, что же происходит в Норильске. Собственно, несколько вопросов по поводу того, что случилось. И главный, наверное, из них, собственно, почему сейчас очень сложно взять вообще у кого-то комментарий. Очевидно, что изначально, в принципе, это уже общедоступный факт. Об этом уже губернатор говорит, что его дезинформировали, да. Соответственно, компания предпринимала все усилия, чтобы скрыть данное обстоятельство. Это уже, всем понятно, очевидно. Соответственно, с учетом того, что скрыть не получилось, с работниками, с жителями, я так понимаю, общаются, как-то деликатно намекают, что либо говорить лишний раз, нежелательно. 29 мая на территории ТЭЦ, принадлежащей дочернему предприятию Норникеля, разгерметизировался резервуар, в котором хранилось дизельное топливо. В этот момент мимо резервуара проезжало двое мужчин. Они как раз сняли на камеру, это вот первые кадры, которые были, как солярка мощным потоком разливается по прилегающей территории. При этом видно, что технического персонала на месте аварии нет. То есть можно сделать вывод, что на самом предприятии утечку либо не заметили сразу, либо ее проигнорировали. Примерно в то же самое время по прилегающей к предприятию дороге ехал легковой автомобиль. Водитель этого автомобиля, Андрей Афиногенов, обратил внимание на то, что асфальт мокрый, и тогда он подумал, что на предприятии сливали воду. Но в какой-то момент машина остановилась. И когда Андрей открыл дверь, он заметил, что уровень жидкости снаружи довольно сильно поднялся. И машина начала дымить из-под капота. К тому моменту на месте появился уже технический персонал, который и вызвал пожарных. Загоревшийся автомобиль в итоге привел к большому пожару на площади около 300 квадратных метров. Пожарным удалось вовремя его потушить, и от огня никто не пострадал. Но к тому моменту все топливо, а это примерно 21 тысяча тонн, уже вылилось из резервуара. Но несколько дней о катастрофе никто не знал. Все молчали. На федеральном уровне о катастрофе заговорили только 3 июня. В этот день Путин созвал экстренное совещание о ситуации в Норильске. Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Ус отчитались перед ним, что информацию об утечке топлива они получили только 31 мая, то есть спустя 2 дня после катастрофы. Подразделением МЧС России информация о происшествии чрезвычайной ситуации поступила по линии ЕДДС только 31 мая. И только после появления тревожащей информации в социальных сетях и настойчивых вопросов к соответствующим должностным лицам, утром в воскресенье была выяснена реальная картина происшедшего. Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем? Но многие эксперты, журналисты и общественники сомневаются в том, что и глава МЧС, и региональные власти действительно 2 дня просто ничего не слышали о происшествии. И на это указывает несколько несостыковок. Во-первых, сообщения единой дежурно-диспетчерской службы на самом деле поступали в МЧС, начиная со дня происшествия. 29 мая они сообщили, что на территории ТЭЦ легковой автомобиль врезался в резервуар, из-за чего произошла разгерметизация и последующий пожар. Чуть позже они уточнили, что автомобиль никуда не врезался и что разгерметизация случилась сама по себе. А на следующий день, 30 мая, вышло сообщение, что топливо попало в реку Амбарная,
но нарушение экологической обстановки при этом не зафиксировано. Все хорошо, 21 тонна дизельного топлива попала в реку, но никакое нарушение экологической обстановки не зафиксировано. То есть об утечке было известно, хотя ее масштабы тогда еще сильно преуменьшались. Во-вторых, о разливе топлива еще 29 мая сообщила глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Она написала у себя в Фейсбуке, что территория загрязнена нефтепродуктами и что сотрудники ведомства проводят проверку на месте происшествия. На следующий день, 30 мая, она уточнила, что речь идет о разливе 20 тысяч тонн топлива. И еще она добавила, что охрана ТЭЦ почему-то не пускает инспекторов непосредственно на место ЧП. Это важный момент, обратите на него внимание. Охрана ТЭЦ не пускает инспекторов Росприроднадзора непосредственно на место ЧП. Ну и параллельно с этим в сети начали появляться видео, на которых видно разлившуюся по реке Амбарной солярку. Все это говорит о том, что властям и МЧСникам нужно было очень постараться, нужно было закрыть глазки, закрыть ушки, чтобы 2 дня они не замечали у себя под носом экологическую катастрофу такого масштаба. Еще раз, 20 тысяч тонн. Это не масло там из банки пролилось. И единственное логичное объяснение, что чиновники знали об аварии, но почему-то затормозили с мерами по ее ликвидации и до последнего пытались замять ситуацию. То есть, когда все это случилось, скорее всего, они подумали, что им удастся купировать эту ситуацию, что им удастся заткнуть там всех журналистов, блогеров, которые были, и как-то вот местечково это решить. Ну а кто заметит, да? Там вокруг Норильска и так с экологией жопа полная. Там реки красные, зеленые. Кто заметит там еще эти 20 тысяч тонн солярки? Ну, никто на это не обратит внимания и как-то пропетляет. Вот несколько дней, драгоценных дней, они и петляли. Почему сейчас стало возможно, что все это попало в реку, в почву? Почему вокруг не было защитных конструкций никаких на случай разлива этого топлива, которое могло быть? Потому что, ну, в моем понимании, построить там какую-то дамбу, просто бетонные там укрепления вокруг на случай аварии, чтобы с территории, по крайней мере, ТЭЦ это никуда все не ушло, и можно было быстро потом аварию локализовать и собрать, да, это, ну, совершенно не проблема, и нас в институте этому учили. В принципе, эта структура должна была быть сделана. Просто проектирование в свое время того, что было сделано, это, я так понимаю, емкости были построены больше, наверное, 30-35 лет назад. Да, это 80-е годы ТЭЦ было, да. Да. И, судя по всему, тогда, в общем-то, минимизация, возможно, расходов, это еще советские времена. И с тех пор, как я понимаю, никто даже не пытался задуматься о том, чтобы каким-то образом привести в соответствие тех ГОСТов и СНИПов, которые бы, в принципе, сегодня должны были работать и как-то защищать это дело. Так это повсеместно. Вы думаете, это случилось с теми емкостями, которые сегодня в таком состоянии? Я вам однозначно говорю, что основные фонды Норильского промышленного района, я включаю в это понятие все, и технологические, и сферу ЖКХ, и дорожную сферу. Вся сфера, связанная с Норильского промышленного района, она, скажем так, находится рядом с нулем. То есть фактически она израсходована, она съедена. То есть фактически в нее ничего не вкладывается. Если вкладывается, то по минимуму, там, где нужно нарастить какие-то объемы добычи там, или где-то проседает, нужно это дело выровнять. Там до сих пор работают такие фабрики, как НОФ, Норильская обогатительная фабрика. Я знаю, что, насколько я помню, она была построена еще в 40-е годы. До сих пор эти дробилки, которые там только меняют какие-то там части, они до сих пор работают. Все это дело до такой степени все это изношено. И этот результат вот того, что сегодня мы видим. Норильский промышленный район, на мой взгляд, это одна большая экологическая катастрофа. Причем эта катастрофа уже растянута на десятилетия. Каковы же масштабы катастрофы? На совещании с Путиным глава Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила, что около 6 тысяч тонн топлива впитались уже в почву, а 15 тысяч попали в реки Далдыкан и Амбарная. Допустимая концентрация нефтепродуктов в воде оказалась превышена в десятки тысяч раз. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Родионова подчеркнула, что дизельное пятно удалось локализовать на реке Амбарной. Ниже по течению этой реки находится озеро Пясино, которое дальше впадает уже в Карское море. Когда журналисты спросили ее о том, нанесет ли эта авария какой-то ущерб озеру и морю, она однозначно ответила, что это исключено, что все будет хорошо. Но глава пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков и заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк заявили, что топливо в Пясино все-таки попало. В Гринписе аварию назвали одной из самых масштабных в истории Арктики. Ее ущерб только для водных объектов оценили как минимум в 6 миллиардов рублей. Общий ущерб катастрофы Родионова оценила в десятки и сотни миллиардов рублей.
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митваль также заявил, что если считать ущерб по утвержденным Минприроды методикам, то он может достичь 100 миллиардов рублей. Только представьте себе, 100 миллиардов рублей – это ущерб от того, что разлилось дизельное топливо из цистерны. Руководитель программы Всемирного фонда дикой природы по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников рассказал, что больше половины всех загрязнений в воде собрать вряд ли удастся. Большая часть разлившегося топлива останется в воде или испарится. Все это нанесет огромный ущерб животному миру. То есть сейчас нам будут показывать картинки, здесь собрали. И может показаться, что через пару месяцев все будет вновь хорошо. Но не будет, потому что огромное количество топлива оно впиталось в почву, огромное количество топлива оно уже ушло по рекам или испарилось. И полностью ликвидировать эту аварию просто невозможно. Эффективно ли собирается нефть, собирается это дизельное топливо с поверхности воды и что вообще происходит? Если нефть у нас не взаимодействует с водой, то нефтепродукт такой как солярка взаимодействует. На начальных этапах, когда солярка, она тоже находится на поверхности воды, она изначально не тонет. Вот в этот момент до сегодняшнего дня это эффективный способ. Но с течением времени молекулы, структура дизеля, она начинает взаимодействовать с водой, утяжеляться и аккуратно опускаться на дно. В этом вся и проблема. Собирать со дна нефть, соляру, нету такого приспособления. Вот оно, берег наш. Если честно, запах невыносимый. Вот это вот та самая дизельное топливо. Вот оно. Вот оно. Приблизительное расстояние 20 километров от начала ТЭЦ до непосредственно ограждений. Обычная математика. 48 часов спустя это все сделалось. Даже если взять за 1 километр в час, а оно двигалось гораздо быстрее, мы получаем, что очень большое количество нефтепродукта попало за пределы установленных ограждений. По словам Олега Митваля, при правильной организации восстановления экологии в регионе может занять от 5 до 10 лет. А замминистра природных ресурсов и экологии Елена Панова заявила, что 10 лет для устранения последствий этой катастрофы – это минимум. Президент Норильского никеля Владимир Потанин заявил, что его предприятие полностью оплатят все работы по устранению последствий аварии. По его оценке на это потребуется больше 10 миллиардов рублей. Что будет дальше происходить насчет экологии? Насколько грамотная стратегия была выбрана со стороны Норникеля? Для Норникеля, конечно, наверное, это грамотная стратегия в части максимально минимально, скажем так, компенсировать вред, нанесенный окружающей среде и экологии. Соответственно, та сумма, наверное, в 10 миллиардов, она на наш взгляд взята с потолка. Реальный вред экологический, никто не устанавливал. Насколько нам известно, буквально 9 числа при Министерстве экологии, Министерстве природных ресурсов и экологии создана межведомственная комиссия, которая должна разработать план, так называемую дорожную карту, и в том числе определить тот вред, который нанесли экологии. То есть тут как раз видели список, скажем так, надеемся, все те лица, которые привлечены к этому процессу, надлежащим образом подойдут и, соответственно, считая весь тот вред, который нанесен. Но в то же время я хочу обратить внимание, мы на самом деле сейчас в последнее время все вокруг, как бы оно там смешно не звучало, этого резервуара бегаем, а рядом в 2 метрах те загрязнения, которые годами и десятилетиями копились, внимания не обращает никто. Ни одна бы компания, ни одна, скажем так, должностное лицо не смог бы что-либо сделать, или сделать ненадлежащим образом, если за ним был бы контроль. В отсутствии контроля можно все. Вот фактически то, что мы и наблюдаем. Что происходит сейчас? Сейчас на загрязненных участках рек установлены боновые заграждения. Они позволили остановить дизельное пятно и направить его к берегу. Дальше спасательные службы с помощью помп собирают топливо с поверхности реки во временные резервуары. Что с ним будут делать, пока не очень понятно.
вывозить их на предприятия для утилизации очень проблематично, потому что в этом районе просто нету дорог и непонятно, как все это дело вести. А сама река, она не судоходная, то есть даже ни по реке никак не отправить. Звучало предложение, кстати, впервые оно прозвучало от губернатора Уса, который просто креативит своими предложениями, он то леса предлагает не тушить, а зато здесь он решил просто сжечь собранное топливо, и еще сжечь все вот это разлившееся топливо, и типа будет окей. Но специалисты сомневаются, что это наилучший выход. Позже было решено собирать топливо в герметичные контейнеры, складировать их вдоль берега реки, а после наступления заморозков, когда будет зимник, это по замерзшим руслам рек, когда организуется дорога, уже вывозить все это топливо, собранное на утилизацию. У общественников, которые сейчас следят за ситуацией, этот план вызвал много вопросов. Председатель Норильской общественной организации «Мой дом» Руслан Абдулаев описал их по пунктам. Ну, во-первых, непонятно, каким образом вот эти самые герметичные контейнеры будут доставлять к месту разлива топлива, если там сейчас нет никаких дорог. Во-вторых, заявленного количества емкости, очевидно, будет недостаточным для сбора всего разлившегося дизеля, особенно с учетом того, что он смешался с водой и почвой. То есть, по-хорошему, вывозить нужно загрязненную почву, вывозить нужно загрязненную воду, а это гораздо больше того объема, который вылился. В-третьих, непонятно, получится ли организовать безопасное хранение всего этого дизеля на долгий срок. Ну и в-четвертых, никто до сих пор так и не решил, что делать с загрязненным грунтом. Как его вывозить с места аварии? Потому что обычно в таком случае, когда у вас происходит разлив нефтепродуктов, просто снимают и вывозят весь грунт, потому что он заражен на десятилетия, там все. Просто там уничтожена вот эта вся почва, ее нужно вывозить, ее нельзя очистить. Таким образом, Абдулаев опасается, что ликвидация последствий аварии, она пройдет формально лишь на бумаге. На самом деле, большая часть ущерба так и не будет ликвидирована. Как жители отнеслись к этой катастрофе, учитывая то, что Норильск с точки зрения экологии он не самый лучший город, и периодически случаются какие-то аварии, конечно, не такие масштабные, но тем не менее Норильск он попадает постоянно в рейтинги самых грязных городов мира. Когда случилась эта катастрофа, люди как на нее отреагировали? Ну, для людей на самом деле ничего нового. То есть, и опять же, если разбирать эту катастрофу, да, что вот стало известным? Пролив колоссального объема дизельного топлива, и как в последующем стало известно из уст заместителя начальника Росприроднадзора, да, который фактически своими глазами видел и всем сказал, что я видел, как две реки сливали, с одной стороны дизельное топливо, с другой стороны красная вот эта вот пульпа, которая тоже является отходом производства. Так вот, вот эту красную реку, да, которая из года в год практически там заполняет эти реки водоемы, никто внимания не обращает. Да, звучат средства массовой информации, что город грязный, да, экологически неблагополучный, но при всем при этом Норильский никель умудряется первые места занимать по мероприятиям, проводимым в сфере экологии. Ну, как так это получается? 7 июня на Ютубе появилось очень важное видео. Это было заявление заместителя начальника экологического отдела Росприроднадзора в Норильске Василия Рябинина. Рябинин рассказал, что вечером 29 мая один из коллег по телефону сообщил ему о разливе топлива в районе реки Далдыкан. Рябинин сразу выехал на место аварии, но на подъезде его остановила охрана ТЭЦ, как это знакомо, то есть охрана остановила. К месту аварии, когда мы подъезжали, нас не пустили. Такая тетенька, она сказала, нет, ни в коем случае. Рядом находился УАЗик полиции, да. Мы подошли к ней, там вышел человек и говорит, это частная территория, я вас не могу пустить. Начальник предъявил удостоверение, говорит, Росприроднадзор, у нас здесь авария на нашем объекте, в принципе. Вот, на что полицейский сказал, нет, я не могу без руководства ТЭЦ вас пустить. Он не стал вступать в длительные дискуссии, он понимал, кто там главный. И вместо этого поехал фотографировать загрязненный ручей. Мы подъехали к ручью, начали фотографировать этот ручей. Вышла охрана. Ну, как бы они ответили, мы охрана. Я говорю, а что вы охраняете? Дорогу. Ну, как-то это очень странно прозвучало. Я тут же сказал, ну, охраняйте дальше. Вот, начал дальше фотографировать, на что они тут подбежали такие, докладывай быстрее, докладывай руководству. Рябинин поехал в другое место и продолжил снимать дизельное пятно на Далдыкане, чтобы позже отправить фото и видео руководству. Так, мы находимся на мосту через реку Далдыкан, железнодорожная станция Далдыкан. Вот мой начальник даже побоялся закурить на самом деле. Ну, то есть настолько яркий был запах, что как бы, возможно это возгорание какое-то, взрыв даже. Мы спустились к ручью, я вообще почувствовал опьянение.
Спросил у Андрея Анатольевича, как он себя чувствует. Он сказал, что тоже такое опьянение присутствует. Тогда я попросил жену подняться повыше на железнодорожное полотно, чтобы, кто его знает. Я говорю, если мы упадем, говорю, не вздумай сюда спускаться, просто спасателей вызови и все. Уже когда Рябинин собирался возвращаться в город, он столкнулся на дороге с группой вооруженных людей, которые попросили его удалиться. Рябинин так и поступил. Эта ситуация кажется мне просто дикой. На следующий день, то есть 30 мая, все снимки уже были у главы Росприроднадзора, но никаких инструкций по дальнейшим действиям Рябинину так и не поступило. Дальше мы не получали никаких там указаний по этому поводу. Было указание, что мы как бы сидим, бездействуем почему-то. Странная такая ситуация. Подумаешь, 20 тонн дизельного топлива пролились. Все нормально, ребят, не дергайтесь, не мутите воду. По оценке Рябинина, топливо уже давно попало в озеро Пясино. Он рассказал, что в понедельник, 1 июня, его знакомые брали пробы воды на озере. Отбирали пробы в бутылке, точно так же, как мы. И запах стоял уже на самом озере очень жуткий, дикий. Когда привезли их, сказали, что там топливо отстоялось. Рябинин сообщил об этом своему руководству и сотрудникам прокуратур. Но эти данные в итоге так никто и не перепроверил. Рябинин утверждает, что сверху пришло указание не заниматься проверками воды в озере. И уже днем позже была озвучена официальная версия, что дальше реки Амбарной дизельное топливо не ушло. То есть на бумаге оно не ушло, на бумаге все хорошо, бумагами все обложились. А то, что озеро загрязнено, это уже никого не волнует. Рябинин заявил в своем коллективе, что все произошедшее – это должностное преступление. После этого его отстранили от проверки. Он опасается, что чиновники будут пытаться занизить масштабы экологического бедствия и не смогут в полной мере устранить его последствия. И здесь хочется сказать, что Василий Рябинин, он настоящий патриот своего города. Это настоящий патриот России. Мы часто любим говорить, кто любит свою землю, а кто не любит, и кто только критикует, а кто еще что-то. Так вот, Василий Рябинин, он настоящий патриот. К сожалению, после этого видео запугали даже Рябинина, готового идти до конца. Мы приглашали его в ролик, однако он отказался от любых комментариев и интервью. Почему все настолько боятся Норникеля? Люди боятся, что их уволят, или там речь идет о физической расправе? В принципе, она о физической расправе не идет, но в Норильске получить волчий билет — это все равно, что остаться без работы, практически абсолютно. То бишь, если все строится на обслуживании, либо непосредственно работе Норникеля, то есть найти работу человеку с волчьим билетом будет очень проблемно. Если у него есть семья, то кому такое надо? То есть по комбинату пойдет бумага, что этого человека на комбинат не принимать, и ему тотально закроют дороги везде. И то есть, если это мужчина, например, чем он будет кормить семью, абсолютно непонятно. И поэтому, конечно, никто не хочет. Зачем кому это надо, здоровому человеку? Если посмотреть в остальной России и в Норильске, у нас даже нету ни одной сети супермаркетов оттуда, которая там на каждом шагу встречается. И их сюда не пустят. Государство в государстве, причем такое тоталитарное. То есть то, что еще никто сказать ничего не может. Это да, это так. Для полного понимания ситуации нужно отдельно поговорить о том, какую роль Норникель играет в жизни Норильска. Его заполярный филиал является градообразующим предприятием. Из налогов Норильского никеля и его дочерних компаний формируется большая часть городского бюджета. И как следствие у руководства компании есть все инструменты для того, чтобы влиять на обстановку города. То есть фактически город принадлежит им. Местные рассказывают, что фактическая власть в Норильске находится в руках Норникеля, а не у мэрии или губернатора. Поэтому там нет независимого контроля за происходящим и независимых СМИ, которые могли бы подробно рассказывать о катастрофе. Я правильно понимаю, что в Норильске действительно все контролирует Норникель? То есть это их такая вотчина, и они контролируют вообще все сферы жизни в городе? Говорят об этом так. И мы фактически тоже длительное время работая в правовом поле, представляя, защищая права и интересы жителей, работников Норильского никеля, юридических лиц. Практически так и получается. Все схвачено. Прям все госорганы, судейский корпус, так или иначе, если взять те или иные дела, посмотреть, прям при очевидных нарушениях, принимает сторону нарушителя. Как бы это смешно ни звучало, да? Жители и сотрудники Норникеля, для них есть реальная угроза, если они будут давать комментарии. Безусловно. Останутся без работы, в последующем даже понятно, что можно и не претендовать на работу в Норильском никеле, но муниципалитет
администрация города, да, все те же ставленники Норильского никеля. Соответственно, максимально будут препятствия давления. Те же предприниматели, которые более-менее двигаются в состоянии еще, да, извлекать прибыль, создавать какие-то рабочие места, они тоже находятся в зависимости от Норильского никеля, в силу того, что основные работы, товары, услуги все-таки потребляются, скажем так, той же компанией, да. Следственный комитет уже возбудил 2 уголовных дела. Первое ведется по статье о халатности. Оно будет расследовать несвоевременное информирование о чрезвычайной ситуации. Второе дело ведется по статьям о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. По нему уже есть один арестованный, это начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин. Жители Норильска начали общественную кампанию, кстати, в его защиту. Народ считает, что руководство предприятия просто выставило его как самого крайнего. Мужик, который проработал на этом посту очень меньше полугода, и он не может нести ответственность за аварийное состояние резервуара, который стоял там вообще десятки лет до него. Человек, выполняя должностные надлежащим образом, должен выполнять свои должностные обязанности, да, функции, соответственно, хоть и недавно начал работать, да, там, как говорят, с января месяца фактически он там ничего не мог, не успел, но тем не менее он же знал, куда шел, да, что это промышленный опасный объект, что требуется особое внимание, что так или иначе в случае какой-то там ситуации наступит ответственность. И вот здесь, мне кажется, важно, чтобы все поняли, все те ответственные лица, кто где так или иначе эксплуатирует и отвечает. Посмотрите внимательно, что вы эксплуатируете, за что вы отвечаете. Может быть, имеет смысл уже бить тревогу, не просто на уровне телефонных звонков до вышестоящего руководства и говорить, что надо то, надо это, а делать это процессуально правильно. Соответственно, вот эти задержания и последующие, вплоть до возбуждения дела на главу города, ну, надо понимать, что глава города, да, он ставленник Норильского никеля. То есть он не самостоятельный. Да нет, конечно. Вот это вот тому пример, как раз вот то, о чем я и пытаюсь донести до всех. Он знал, он видел, он промолчал. Но он вот не мог ничего сказать, если он ставленник Норникеля. А есть вот, да, конечно, вполне возможно, он говорил своим кураторам, да, кто там его ставил, что вот такая-то ситуация, что-то может быть. Ему, соответственно, там, ну, сказали, сиди, я извиняюсь, на попе ровно. Вот он и сидел. Один из сотрудников анонимно подтвердил «Медузе», что авария произошла из-за устаревшего оборудования и недостатка финансирования. 10 июня были задержаны еще 3 человека. Это главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов и директор предприятия Павел Смирнов. Каждому из них грозит до 5 лет лишения свободы за то, что они ввели в эксплуатацию аварийный резервуар. Ну и директор заполярного филиала Норникеля заявил, что эта мера неоправданно жесткая. По его словам, задержанные никак не мешали следствию и были бы гораздо полезнее на месте ликвидации аварии. Что должно сейчас произойти, чтобы я как обыватель понял, что да, действительно государством наказывает Норникель и действительно это как-то приведет к какому-то изменению ситуации? Уголовные дела, которые заводятся на топ-руководителей, думаю, со временем рассосутся. Единственное, я думаю, может быть, будет как раз, возвращаемся к этому молодому человеку, который был директором ТЭЦ. На нем юридически прямая ответственность, то есть, потому что он непосредственно бенефициар, ну, в отрицательном порядке, того действия, которое произошло. То есть он должен был конкретно, лично отслеживать и контролировать процесс производства и всего остального, то, что находится в его ведении. Все остальное опосредованно, на мой взгляд. Поэтому, если будет наказан, я думаю, наказан будет только он. Все остальное будет служебными там какими-то документами внутренними там и все. Что касается наказания, на мой взгляд, наказание должно быть финансовое. Вот со стороны государства. Вот как только будет реальное финансовое наказание... Это о каких суммах речь идет? Я думаю, что это о миллиардах долларов должно идти. Ну, буквально не о рублях. Вот на мой взгляд. Чисто физически, когда идет выброс, особенно там под конец месяца, когда они план начинают гнать, вы находиться на улице бывает часто сложно в принципе. Вам тяжело дышать, находясь на улице. То есть вот до такой степени. Дети, они находятся постоянно в помещении. То есть вот эта ущербность нахождения в Норильске, она вот до такой степени, ну, скажем так, пропитана этим всем. Соответственно, эти миллионы тонн вот этого вот безобразия, которое выпадает на голову не только людей, а всего остального, оно засыпано буквально все. То есть природа, ну буквально, это, я говорю, сотни километров, все то, что происходит. Ну вот как-то так. Я открываю прессу, и что я вижу? И вижу я, что Ростехнадзор с 2016 года не имел доступа к резервуару вот этой вот дочки Норникеля, из которого вытекло 20 тысяч тонн дизеля. Потому что он все время числился на ремонте. То есть последние 4 года его хотели проверить, но не могли проверить.
Потому что они никого туда не пускали. Вот та самая охрана, вот это все, вот вседозволенность, да, вот это вот город, их город, их там полиция, их там мэр, вот это все их. Они просто не пускали туда независимую проверку, потому что резервуар якобы был на ремонте. Почему у них нету доступа? Почему они не могут просто открыть дверь ногой и посмотреть, что там происходит на самом деле? Почему какая-то охрана Норникеля с автоматами? Почему полиция их не пускает, не дает им работать, и они много лет не могут вообще проверить, что там за этим забором происходит? Ну, возвращаемся к словам государства в государстве. Компания здесь не просто градообразующее предприятие. Здесь такое государство в государстве. Фактически Ростехнадзор влияет только на дочерние какие-то предприятия, скажем так, второстепенного плана. То есть это еще каким-то образом возможно. На основные переделы данные структуры никакого влияния фактически, физически, технически не имеют. А сложилась эта ситуация еще, припоминая, с 90-х годов. Потому что когда-то в свое время был такой руководитель предприятия господин Хагаджиев, не помню, к сожалению, имени, отчества. Вот при нем как раз тогда вот это было сращивание, на мой взгляд, власти. Вернее, не сращивание, наверное, а поглощение структурами Норильского никеля, вот непосредственно самой администрации, ну и иже с ним. Я, правда, не скажу, что кого-то там запугивают или еще как-то. Наверное, нет, я такого не помню. Но, тем не менее, просто так попасть на передел какое-то предприятие с некоторых пор стало все сложнее и сложнее. То есть, да, охраны появилось очень много, буквально везде, она стала повсеместная. Насколько я знаю, охрану завозят с материка, так, ну, материк так называется, как бы вся остальная земля вокруг. То есть, соответственно, все жестко, и, наверное, Ростехнадзор, ну, каким-то образом подвержен, так же, как и администрация города. То есть это коррупция? Если вы, может быть, изучали процесс того, что происходит в Норильске в рамках тех зарплат, которые есть, это просто же кошмарно вот на сегодняшний день. Где-то там в районе 2000-х годов, с конца 90-х, начала 2000-х, по-моему, Норникель провел такую реструктуризацию, которая вывела из-под себя структуры, связанные со второстепенным эшелоном. Это обслуживание, это транспорт, вся составляющая вот, ремонта и так далее. То есть это все было выведено в ООшки, так называемые, ну так, дочерние предприятия. То есть и все эти люди, которые, это десятки тысяч людей, были выведены за рамки. Соответственно, была снижена там какая-то норма социальная, которая должна была бы, ну, в свое время там активно комбинат поддерживал ее. То есть вот от этого всего ушли. Ну и со всеми вытекающими. А еще если посмотреть вообще на деятельность Ростехнадзора там, то можно увидеть, что там были регулярные проверки. И общая сумма выписанных штрафов в результате этих проверок, она превысила там 4 миллиона рублей. Что для компании, для Норникеля, это вообще ни о чем. Это там один полет бизнес-джета, на котором они там возят своих друзей. Это вообще ни о чем. То есть какие-то просто минимальные штрафы. Когда в Штатах там, или в Европе происходят экологические катастрофы и так далее, да, штрафы там исчисляются миллионами, миллиардами долларов. Это ощутимый удар по компаниям. Поэтому если ты американская компания и позволяешь себе так работать, что у тебя происходят какие-то нарушения, штрафы, они тебя прикончат. Ты не можешь на эти штрафы так отмахиваться. Они тебя прикончат, и ты вынужден следить за безопасностью, ты вынужден модифицировать там, системы безопасности, свое производство. Потому что ты понимаешь, что штрафы они будут реально соразмерные твоим прибылям и соразмерны тому урону, который ты наносишь окружающей среде. У нас штрафы копеечные, да? За 5 лет они 4 миллиона рублей выписали штрафов, при том, что Норильск считается одним из самых грязных городов в России. Один из самых грязных городов мира. Там ужасная экология. И об этом все кричат уже много-много лет. Эти красные реки знаменитые, да, там чего они только не выбрасывают туда. Все отходы от этих предприятий. Ужасно вредное производство. И мы видим копеечные штрафы. А еще мы видим, что в 2017-2018 годах Ростехнадзор предупреждал Норникель о проблемах с хранением топлива на той самой ТЭЦ-3. Тогда ведомство указывало, что компания не устранила нарушения, выявленные еще в 2014 году. Потому что тогда им предписали выполнить ремонт наружной поверхности, стенки, кровли, в том числе зачистить участки, пораженные коррозией, и восстановить антикоррозийное покрытие. То есть эти резервуары, вы посмотрите на них, это просто какие-то ржавые посудины, которые они вот, эксплуатируют вот то, что осталось с советского времени. Вот как построили эту ТЭЦ в 80-х, по-моему, годах, вот так они ее и эксплуатируют. Проверки к ним не ходят, никаких проблем нету, никто там не мозолит, все хорошо. И можно ничего не делать. Предположительно, произошло внезапное проседание свай из-за изменений в вечной мерзлоте. Ну, такого рода вещи
сложно предвидеть и сложно предугадать. Что не так в ролике редакции? Почему сейчас все там это обсуждают, считают, что это заказ? Ну, во-первых, я не буду говорить конкретно про ролик и заказ. Здесь я не готов, ну, так обрушиваться. Я, в общем-то, почитал определенные комментарии, просмотрел ролик до конца. Меня зацепила именно фраза, как он, вот контекст именно, такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать. Почему меня это зацепило? Потому что когда-то в свое время, я прожил в Норильске достаточно длительное время, с 90-го года по 2012, и порядка там 10-12 лет был руководителем предприятия, сначала замом, потом руководителем предприятия, который занимался по договору обслуживанием автоматизированных систем. И есть такое предприятие в холдинге, которое называется УНСОВ. Это управление по надзору за состоянием и основанием фундаментов. Именно на вечной мерзлоте. То есть фактически оно специализируется в этой части. У нас был контракт, многолетний достаточно контракт, несколько лет мы его исполняли. Сейчас, правда, не знаю, исполняется он или нет. Мы занимались обслуживанием СКУ, то есть автоматизированной системы контроля и учета параметров температур в пластах, внутри пластов вечной мерзлоты. В случае, если какие-то изменения выходили за какие-то параметры установочные, соответственно, это по алгоритму передавалось уже структуре, которая занималась непосредственно исправлением ситуации. То есть есть определенные технологии, компетенции у людей и предприятий, которые уже выезжали на место, и есть такие технологии, которые подмораживают грунты, и при необходимости, в принципе, это возможно сделать. То есть упредить ситуацию, которая бы дальше не развивалась бы уже в то, что это вылилось сегодня. Есть достаточно простые способы контроля. Тот же УНСОВ располагает специалистами и не очень сложным и дорогим оборудованием типа теодолита, там, типа нивелира. То есть достаточно инженеру выйти с необходимым оборудованием, там пара человек достаточно подготовленных инженеров, которые, в общем-то, в определенном временном алгоритме будут снимать эти показания и контролировать процесс изменения. То есть, что меня как раз и зацепило вот в тех словах, которые сказал господин Потанин, то, что такого рода вещи сложно предотвратить и сложно предугадать. На мой взгляд, это совершенно несложно. Мы, конечно, подождем выводы комиссии, которая скажет нам что-нибудь фантастически удивительное. Не знаю, может быть, действительно вечная мерзлота начала оттаивать. И там оттаял какой-нибудь мамонт, который схватил и пробил бивнем эту цистерну, и топливо вылилось. Но что-то мне подсказывает, друзья, что причины здесь очень простые. Это обычное русское распи***йство и обычная авось. И на самом деле вот эта вот экологическая катастрофа в Норильске, в ней нет ничего удивительного. Это рано или поздно должно было произойти в Норильске там, или в других регионах. Это не первая, к сожалению, не последняя катастрофа. И причина тут, как и везде, это коррупция, это разрушенные государственные институты, это отсутствие независимых СМИ, это отсутствие судов, это отсутствие свободных выборов, это невозможность контроля, невозможность вести дискуссию, невозможность людям, у них нет инструментов, защищать нормально свою землю. И рано или поздно это все выливается вот этими десятками тонн дизельного топлива в реки и озера и на десятилетия вперед. Убивает остатки всего живого. Спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, вас, моих зрителей, эта история не оставит равнодушными, и вы будете дальше следить за тем, что происходит в Норильске. Что мы начнем обращать внимание за тем, что происходит в других регионах. Потому что единственное оружие, которое у нас осталось, это огласка. Это наше общественное внимание, потому что иначе изменить ситуацию сейчас просто невозможно. Ставьте лайк, пожалуйста, распространяйте этот ролик, чтобы как можно больше людей это увидело, чтобы это не удалось заболтать, замылить, сменить тему, потому что за этим сейчас нужно очень внимательно следить. Спасибо, что смотрели, скоро увидимся в новом видео.